Первая подача – это интерпретация таджикской оливки из черненого лакта крыжовника. Первое, что мы сделали, мы его заквасили. Для этого у нас сформировалось множество комнат, где есть определенные условия. Одна из них – это комната 28 градусов. В ней мы как раз запускаем процессы брожения, лактоферментации. Сама ягода стала уже более податливая, поменяла свою текстуру, легкая газация и солоноватость появилась. Все благодаря воздействию спор коджи. Их можно прорастить как на рисе, так и на перловой крупе. Это тот продукт, который нам помогает создавать многие вещи в нашем ресторане. Мы не можем заказать в связи с санкциями споры коджи. Но мы можем вырастить этот коджи диким способом. То есть это дикая ферментация. Из одного вот этого блока кирпича получится и соевый соус, и мисо-паста. И уже потом насыщаем какими-то дополнительными ингредиентами. Эти ингредиенты и есть те продукты, которые могут оставаться от зачистки, от того, что не пойдет в меню, но становится какой-то очень яркой, насыщенной ноткой. Следующая подача – подача хлеба, как еще один вид энергии нашего ресторана. Закваска гречишная, которая уже 1 год и 1 месяц, маслом, которое мы обсыпали цветами османтуса, придаст цветочности и при контакте с теплым хлебом будет по-особому раскрываться. Этот картофель родом из Перу, но он переместился в Вологду, и там его начали культивировать. Мы его запекли. Тарталетка выполнена из картофеля в виде драника. Подкопченая сметана, внутри подкопченной сметаны будет 4-дневный сыр, который мы обожгли. Пару укропных капель масла. Сверху вы увидите мороженое. Черная икра, листья фиалки для травянистости, листики барага зеленого цвета для устричной свежести. И под мороженым будет спрятано 2 капли гарума осетрового. Этот соус минимум готовится полгода, после чего процеживается и убирается на выдержку. Минимум полгода в этой комнате. Это могут быть и грибные, и рыбные, и мясные, и совместные какие-то коллаборации продуктов. Эта выдержка уже у нас достигла более 1,5 лет, что как раз таки усилит данную подачу. Следующая подача у нас ната. Ната – это традиционное японское блюдо, сброженные соевые бобы, сброженные они рисовой соломой. При контакте в тепловой среде образуется такая своеобразная слизь, обладающая специфическими свойствами для большинства и таким характерным запахом. С запахом сброженным, сырным. Многие, конечно, могут по-своему интерпретировать этот запах. Мы использовали технологию и создали этот продукт, но из фасоли, чтобы сделать эту подачу более понятной для большинства. Это фасоль в стиле ната, что даст эти немножко сырные нотки, сброженные. Они будут перемежаться с черным трюфелем, как раз тоже такой аммиачный характер, немножко земельности. И внутри будет утиный паштет. Следующая подача у нас черненый лук. Эта подача рассказывает нам про время. Это время есть лук-шалот, который 11 месяцев готовился при постоянной температуре в 60 градусов и приобрел уже нотки черносливные. Самый нижний слой это будет искума из карамелизированного белого лука. На нем будет стоять сам белый лук, который готовился с сеном и белым вином на протяжении 16 часов. Это будет довольно-таки такой интересный яблочный оттенок у продукта, несмотря на ароматику. Потом вы увидите мороженое из карамелизированного лука. Сверху будет сено, но сено из парея, которое темного цвета и будет уже обладать как специя. Если ее долго выжевывать, она будет раскрываться с более интенсивным вкусом с каждым разом. Под мороженым и спрятан тот самый лук, шалот, который на протяжении вот этого долгого периода менялся и трансформировался и становился уже более таким насыщенным, ярким вкусом. Мы польем это сверху луковой карамелью, которая будет полная умами, солености, кислотности, горчинки и максимальной сладости этого продукта. Итак, следующая подача у нас томат или томатность. То, что будет перед вами, не особо будет похоже на томат, только лишь черри, который будет на заднем плане, дадут первый сигнал в мозг, что перед вами томат.
Внутри все это умами продукты, которые будут отвечать за вот этот вкус томатного, мясного. В общем, все то, что яркое, взрывное, здесь будет сосредоточено в одной маленькой тарталетке из томатной воды. Внутри будут уварены узбекские томаты с луком шалот, сельдерей, форель. Это икра из форели карельской. Сверху будет черненый чеснок, который также будет обладать яркой такой специей, взрывной. И увенчается все это лепестками настурции, которые с перечным вкусом, с яркостью, сладостью будет гармонировать в этой подаче. Есть нужно целиком, не раскусывая, за один вкус. Итак, следующая подача у нас креветка батан из Охотского моря, сладкая креветка. Что если съесть креветку целиком? Наверное, это не очень возможно. Хитиновый покров очень упругий, нам не даст понять мягкость самого мяса внутри. Работая летом с редисом, я обнаружил, что цвет редиса, упругость будет соответствовать тому хитиновому покрову креветки, но съесть ее можно. Если оставить корешок, то он будет нам напоминать усики креветки. Глаза можно заменить на икру. И вот эта ассоциация той самой креветки целиком можно будет попробовать и на вкус. Это будет обыгрываться брюквой, которую мы замариновали, подаем с клубникой и двумя слайсами хамона из утки, точнее утка в стиле хамона. Для этого нам потребовалось месяц, мы обсыпали все это спорами коджи, и у нас появился этот хамонный оттенок у утки. Заправка будет состоять из 3 компонентов. Это нектар из чайной розы. Мы запечатали это все в сахарный сироп. Здесь еще есть уникальный один ингредиент. Это уксус из краснодарской клубники. У нас их больше 40, и мы точно знаем, кто был папа или мама. Уксусная. Здесь 18 градусов, и здесь больше 40 разновидностей наших уксусов, которые в сезон создаем. Это могут быть совершенно разные ингредиенты, но, как я и рассказывал, основательница — это из молдавских яблок уксусная матка. В данном случае это уксус, включающий в себя довольно-таки много разнообразных вкусов. Уксус из краснодарской клубники. Есть эту подачу нужно будет определенным тоже способом, чтобы как раз-таки понять текстурность креветки. Отдельно редис, отдельно брюкву, отдельно клубнику, отдельно креветку. И только после того, как каждый ингредиент был попробован, нужно попробовать соединить и понять еще раз это сложное устройство креветки. Снаружи упругая, внутри мягкая. Итак, следующая подача у нас камчатский краб. Он будет внутри равиола, листья барага, те, что были в картофеле, устричная свежесть, чуть-чуть лайма. Сверху это будет украшено все свежими слайсами цветной капусты, свежим шампиньоном. Под ним будет прятаться желток цесарки конфей, черная икра. Под желтком будет у нас еще один вид пасты, паста фрегала, зеленое яблоко. И соус. Соус на основе тамари, на сыворотке. Тамари — это вообще жидкость, которая образуется на поверхности мисо-паст. За 3 месяца ферментации в бочке может у нас уродиться всего лишь 200 мл жидкости. 30-литровая бочка, и на поверхность всего лишь вот такое малое количество может подняться. Но это очень яркий, насыщенный вкус. Он как раз таки будет давать нам где-то и карамельные оттенки, и умами, который будет прям чувствоваться на языке. Посыплю я сверху осетровой солью. Можно сказать, побочный продукт того самого гарума из осетра. Жмых, который остается полон ароматики, солености, и он будет, конечно же, здесь играть еще как вкус, усиливающий вот эти свежие слайсы. Так, следующая подача у нас перепелка. Мясо одной перепелки завернуто в рулет и оставлена одна лапка. Внутри добавили фуагра, светлый изюм, зеленую фисташку и припущенный шпинат. Рядом будет стоять груша, слегка припущенная и обсыпана хлебной крошкой. У этой хлебной крошки есть тоже довольно-таки интересный долгий путь. Хлеб, который у нас остается в конце сервиса, идет во второй такой долгий путь, и из него мы делаем пасту из хлеба, аналог мисо-пасты, только благодаря коджи, который прорастает мхом на этом хлебе, с солью и водой получается через 3 месяца аналог мисо-пасты. Эту мисо-пасту мы смешиваем с обжаренной крошкой хлебной, чтобы усилить хлеб хлебом
и обсыпаем грушу для текстурности. Рядом будет соус, который получился в ходе очередного эксперимента. Коджи, пророщенные на рисе, такой используют для приготовления саке. Мы решили заменить воду на молоко, и через месяц у нас получился очень яркий пармезанный оттенок. Время сделало это чудо. Мы решили, что это будет идеальный сыр, и сварили сырную головку и выдерживали в течение месяца. Сыр, который у нас получился, обладал уже горгонзольными и пармезанными оттенками. На основе этого сыра мы сделали соус куриков. Мы недавно столкнулись с такой проблемой, что у нас остается хлеб, и просто выкидывать его жалко. Поэтому 100% ему надо дать вторую жизнь, сделать его очень гастрономичным. И вот мы сделали наш квас, гречишный квас, и разлили его также в бутылки, которые у нас остаются после сервиса. И тем самым идем по пути вторичной переработки, или zero waste, как это модно сейчас, да, называть. Виктор со мной с самого начала, знает философии ресторана вообще очень много, и сейчас возглавляет лабораторию. Сейчас у нас будет подача ягненка, малое и большое филе, печеные каштаны, каша из зерен горчицы и припущенный шпинат. Соус на основе выдержанной говядины, обрезки, которые остаются впоследствии разделывания мяса, мы пускаем во второй путь, длительный. Гарум любой, в принципе, готовится минимум 6 месяцев. Мы получили насыщенный мясной вкус, обладающий максимальным тоже умами. Соединили это с красным вином, мятой и нашим мясным демиглясом. И это будет очень яркий, мясистый вкус. Сейчас у нас будет преддесерт. Самый нижний слой будет обыгрываться сладостью черненого топинамбура. Средний слой будет фундучные сливки из жареного фундука и воздушность от пены кофейной. Сейчас у нас будет финальная подача лимон, который целиком и полностью расскажет про нашу философию ресторана со своим внешним видом. Вы увидите, что время меняет все вокруг абсолютно. Главное создавать нужные условия. И тогда мы обретаем новый характер, новые оттенки, новые вкусы. Что-то становится мудрее. Здесь все подвержено вот этой временной готовке, да, и то, что получается порой, получается иногда удивительные по аромату и своим свойствам продукт. Это в данном случае тоже часть лимона. И это интересный процесс, за которым можно наблюдать, не упускать момента, пробовать его на вкус. Это и есть вкус жизни. А если здесь потрогать, то в данном случае вот этот лимон, вот можно его прям, он уже превратился в сухарь, да, и этот сухарь можно будет и натирать, и заваривать, и как угодно можно использовать в различных соусах. Продукты, которые подвержены временной готовке, никогда уже не будут прежними. Темный лимон, деформированный, десертное, не выглядел. Впервые, когда обнаружили это богатство, которое таил в себе узбекский лимон, который мы запечатали в вакуумный пакет и оставили его в камере при температуре 60 градусов на 3 месяца. Вскрыли этот пакет, и комната наполнилась ароматами потрясающими, разнообразными, многогранными. Там был эвкалипт, ментол, парфюмерная какая-то составляющая, и даже где-то нотки скипидарные. Настолько стал, как я уже сейчас говорю, мудрым. Длительный процесс, но мы идем на, наверное, самый большой риск и жертву. Это тратим наше время на нечто уникальное, в первую очередь для нас самих. Потому что если мы сами не знаем, как это производится, мы никому не сможем об этом рассказать. Пробовать время на вкус возможно. Время, это и есть погружение в нашу философию.